Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим рыбу под маринадом. Рыбу под маринадом готовят многие хозяйки. Но есть ингредиенты, которые делают это блюдо не рыбой под маринадом, а рыбой под соусом. Этот рецепт я нашла в книге о вкусной и здоровой пище 1952 года издания. Рецепт очень простой, рецепт очень быстрый в приготовлении и очень-очень вкусный. Давайте приступим. Я уже приготовила рыбу, я ее почистила, помыла, разрезала на кусочки, то есть каждый кусочек еще пополам. У меня здесь примерно 700 грамм уже приготовленной рыбы. Это рыба хек. Эта рыба очень простая, очень дешевая. Особыми вкусовыми качествами она не обладает. Вообще в этом рецепте можно использовать любую рыбу, даже мелкую. Но мелкую рыбку, конечно, не нужно резать на куски. Можно взять хек, можно взять минтай, можно взять треску. То есть те сорта рыбы, которые просто жареная рыба, она будет сухая. Но если ее сделать под маринадом, то это получается очень вкусно. Значит, рыбу приготовила, помыла, порезала на кусочки. Теперь приготовим ингредиенты, необходимые для маринада. Маринад у нас непростой, маринад с овощами. Овощи – это морковка. 2 штуки нужно взять, 2 средние. Но у меня вот одна большая, одна поменьше, в сумме 2 средние. И 2 луковицы среднего размера. Порежем лук соломкой. Морковь можно порезать небольшими брусочками. Можно натереть на терке. Но хорошо, конечно, натереть на терке для корейской моркови, чтобы все-таки были такие вот кусочки. Овощи в маринаде потом тоже замаринуются и будут необыкновенно вкусными. А если натереть морковку на обычной крупной терке, она будет такая уже вареная, тоненькая, абсолютно не тот вкус. Натру морковку. Вот у меня такая терка для корейской моркови. Я не буду длинными полосками, а коротенькими брусочками, но все-таки брусочками. Морковку натерла. Вот такие брусочки. Небольшие брусочки. То, что нужно. Лук режем соломкой. Тоненькой соломкой. Лук нарезали. Друзья, хочу сообщить вам, что я открыла канал на Яндекс.Дзен, где публикую не только вот эти видео, которые на YouTube, но и другие рецепты из старых кулинарных книг. Там есть рецепты из книг 1939 года и даже рецепты из книги «Кухмейстер XIX века» 1854 года. Конечно, эти рецепты сейчас мы не можем применить, там они очень интересно написаны, но для развлечения, для того, чтобы понять эволюцию рецепта от 19 века до 21, почитать интересно. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, ссылочка будет в описании к этому видео. Подготовительные все работы провели, теперь переходим к плите. Первое, что нужно сделать, посолить и поперчить рыбку, обвалять в муке и обжарить на подсолнечном масле, так, как мы обычную рыбу жареную готовим. Я приготовила муку для того, чтобы обваливать рыбу. Рыба у меня в чашке посолена, поперчена. Наливаю подсолнечное масло. Немного, это примерно 2 ложки столовые. Каждый кусочек обваливаю хорошо в муке и выкладываю на сковороду. Так, друзья, рыбу пожарили. Теперь нужно помыть сковороду и продолжим готовить маринад. На сковороду налила 2 столовые ложки подсолнечного масла. И отправляем лук. Лук мы красиво порезали соломкой. Сейчас он нагреется, разойдется и будет очень даже красиво. Лук нужно обжарить до слегка золотистого цвета. Лук уже начинает золотиться. Еще немножечко. И будем добавлять морковь. Отправляем морковь. Морковь нужно обжарить слегка, до полуготовности. Она потом у нас в маринаде дойдет.
Морковка полуготовая. Можно добавлять следующие ингредиенты. Нам нужно добавить 1 стакан томатного соуса, томатной пасты, кетчупа. Большой разницы нет, что вы добавите. Разница только в том, сколько потом нужно будет специй добавить. У меня вот пол-литровая банка соуса, половину я отправлю в сковороду. Немножечко обжарим этот соус. Далее нужно добавить 1,5 стакана воды. Я беру воду очищенную. Немножечко помешаем соус. Пока что это соус, это еще не маринад. Теперь будем добавлять специи. В оригинальном рецепте добавляется корица. Кусочек, так и написано, кусочек корицы. У меня корица. Ну, я думаю, вот такого кусочка будет достаточно. Лавровый лист. Вот у меня 3 маленьких или 2 больших. Гвоздика 5 штук. Петрушка. У меня сухая петрушка, сушеная. Я добавляю чайную ложку. Если есть свежая, то, значит, порезать такой пучок петрушки. Немножечко перемешаем, чтобы ароматы специй начали выходить в соус. Далее добавим черный перец. Это по вкусу, кто как любит. Я люблю с перчиком, поэтому побольше сыплю. Далее добавим ингредиент, который сделает наш соус маринадом. Это обычный 9% уксус. Мне нужно 50 миллилитров. Вот 50 миллилитров выливаем сюда. И вот на этом этапе нам нужно будет добавить соль и сахар. Соль и сахар нужно добавлять по вкусу. Обычно я добавляю 3 столовые ложки сахара. Но разный соус. Сегодня у меня минский соус. Поэтому добавлю сначала 2 ложки сахара, посолю и попробую, что получится. Если будет мало сахара, добавлю. В описании под видео будет точное количество, сколько специй и сахара я добавила. Я долила еще полстакана воды, потому что мне показалось, что кисловатый маринад. Дело в том, что, видимо, в соусе был уксус, и поэтому пришлось добавить водички. То есть не 1,5 стакана воды, но это если с соусом. То есть я предлагаю вам налить 1,5, попробовать и добавить, если вдруг вам покажется, что слишком много уксуса. Все, друзья, маринад готов. Теперь нужно аккуратно, раздвигая овощи, погрузить в этот маринад кусочки рыбы. И нужно, чтобы вот так покипело минут 20. Можно убавить огонь. И пусть рыба минут, даже 20, наверное, много. Минут 15 покипит и достаточно. Ну вот, друзья, вот такую замечательную рыбу под маринадом мы с вами приготовили. Аромат необыкновенный от нее исходит. Простая рыбка превратилась в деликатесное блюдо. Эта рыба хороша, как горячая. Можно подать вместе с гарниром, например, с картофельным пюре. А можно подать как холодную закуску. Но как холодная закуска эта рыбка будет готова часов через 10-12. То есть не нужно доставать рыбу из маринада. Пусть она постоит. И через 10-12 часов отличная холодная закуска. Очень напоминать будет консерву рыба в томатном соусе. Я вам всем желаю приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение о моих рецептах. Я желаю всем здоровья, счастья, до встречи на моем канале.